Всем привет! Мы вот получили вот такой вот подарок. Лейк Эскарту, города Вана. И выбрали вот такое вот место. Называется Тони Resort. Вот, находится он в деревне Аннупришкес. Такой вот отель. Находится в лесу. Это вот их фирменный знак, стенд. Вот, а видите, название Тони Resort. Я с местным поговорил, оказывается, этот отель принадлежит Антону Сугбоге. И сам он живет где-то здесь неподалеку. Может, даже его дом увидим. Вот. А я вам все покажу и расскажу. Также еще, может, посмотрим окрестности Тракая. Поехали. Сниму для вас обзор нашей комнаты и всего Тони Resort. Около домиков есть парковочные места. Смотрите, какие номера красивые. Все нолики и буквы О. Также вот есть заправка для электромобилей. И покажу сами домики. У нас номер простой. Есть номера и побольше. Вот такие, видите, маленькие домики. Они двухэтажные. На первом этаже один номер, а на втором другой. Так, у нас номер 13. Вход с карточкой. Так, и вот такие вот башенные лестницы. Поднимаемся. Так. И снова с карточкой. Вот, и такой вот небольшой номер. Двуспальная кровать, чайничек, водичка. Есть телевизор, шкаф и, наверное, душ. Да. Вот так вот. Ничего особенного. Вот. И вид из окна. Вот примерно такой. В принципе, симпатичный. Здесь, как видите, волейбол. Есть такие пристани. Гуляемся немножко по пляжу. Ага, смотрите, еще вот такие вот есть доски. Я понимаю, на них стоя стоишь и плывешь. Озеро само не очень большое. Я бы сказал, такой средней величины. То есть это не из таких больших озер. Вокруг такая очень много озер есть, довольно-таки крупных. Вот, поэтому, как вы знаете, вокруг Тракая есть множество озер, довольно крупных. Такой целый озерный край. Так, сейчас смотрите, что-то есть еще. Есть сцена, то есть какие-то выступления здесь бывают. Сейчас сцена на реконструкции. Есть лодки, я не уверен, но лодки, скорее всего, бесплатные. То есть просто приходишь на ресепшн и просишь билетик, то есть не билетик, а ключик. И можете плавать. Ну вот. Вот такой вот интересный вид. Также я посмотрел в интернете, что они еще предлагают. Уличные, например, развлечения. Это вот лазание по деревьям. Знаете, такие террасы с тросами. Потом есть баня и купель, то есть купелос. Рыбалка есть. Рыба упетокис тут ловят. Есть отдельное озеро с такой вот рыбой. Так, значит, есть теннис, корты есть для тенниса. Волейбол, как я говорил. Есть такая тропа через какие-то болота. Можно прогуляться. Пляж, на котором мы сейчас находимся. Лодки. Можно кальян взять. И дают какой-то еще корзинку для пикника. Какой-то набор. Вот такие вот развлечения на улице. Есть еще и внутри развлечения. Есть баня, сауны. Есть спортивный покер. И также уроки по готовке пиццы. Вот такие вот есть. И еще есть неплохой ресторан. Вот.
где мы последние пару дней вкусно ужинали и завтракали. Вот такой вот Тони Resort. А, еще есть велосипеды. Можно взять. Доски вот эти, которые я показывал вам. Ну, в принципе, все. А так вот гуляешь. Есть апартаменты без балкона и с балконом. С балконом на первом этаже, на втором этаже без балконов. У нас без балкона. Ну, такой вот Тони Resort. Сегодня день такой пасмурный, поэтому, возможно, не так красиво выглядит. А так, в принципе, кто любит природу, спокойно, довольно-таки приятно. Сниму закуски. Вот такие вот рожки. Не знаю, это икра, а что это другое, я уже не помню. И пока нам принесли сидр. Потом еще будут другие блюда. Я заказал себе тушеного осьминога с мидиями. Вот такой вот красивый. А Сана заказала себе тоже осьминога салат, да? С чоризо с авокадо. С чоризом и авокадами. Вот так вот. Нам принесли десерт. Это такой вот брауни с бураками. Так, и Павлова. Вот такой вот. Ехали мы, ехали, и видели такой вот знак. Идитесь Гойос Анджелес. Стамбяушис Литвоя. 200 метров пешком до него дойти. То есть это самый большой дуб в Литве. Что значит самый большой, я не знаю. До него ведет вот такая вот тропинка. Я почитал в интернете, что дубу этому 400 лет. То есть, в принципе, это не так много. Есть дубы там 700, 1000 лет, 3000 лет. Вот. Почему он самый большой, непонятно. Сходим и проверим. Попытаемся это дерево обнять. Ну, я вот стою. Вот так вот. И вот у меня получается. Дерево, в принципе, реально широкое. Говорят, что окружность его 6 метров. И покажу вам это дерево, его высоту. Высота, говорят, что 36 метров. То есть это примерно как 10-этажный дом. Представляете? Так, вот есть такой вот знак с данными. Вот я говорил, 36 метров. Ширина окружности 6,45 метров. И есть такая вот скульптура. Она 2006 года. Здесь написано, что ширина окружности ствола 6,2 метра. Там написано 6,45. Потом высота 3,4 метра. Там написано 36 на прошлом знаке. И турист 45 метров. Я не знаю, как это перевести на русский язык. И возраст дуба 400 лет. Вот так вот. И вот такая вот скульптура. В руке держит он желудь. Ну вот такой вот дубик. А мы идем дальше. И еще хочу вам показать родничок такой. Мы долго искали, шли пешком, не могли найти его, но в конце концов нашли. Называется он Рангавос Алкошальдинес. Вот такой вот стенд тут есть. Говорят, что раньше этот родник бил прямо из пня старого дуба. Вот. Потом этот пень после войны убрали и обделали родник камнем. Вот. И сегодня выглядит вот так вот. Выглядит он. Наверное, немножко обновили его. Так. Видите, камень. Если какой-то мусор есть, он через трубу вытекает. И смотрите, прямо из земли идет ключи. Смотрите, сейчас нальем немножко воду.
Надеюсь, вам понравилась такая подводная моя съемка. Вот, и все это вытекает прямо вот такой вот пруд. И говорят, что где-то дальше, неподалеку, есть какой-то родник, еще один, он побольше. Тоже к нему сходим, а я для вас попробую водичку и скажу, какая она на вкус. Здесь тоже вот оставлен специально вот такой вот, не знаю, стаканчик, кружка. Мы тоже здесь попробуем. Ну, вкус нормальный, ничего особенного я не чувствую, но пить можно. Приехали в такое вот красивое место. Называется Нерез Регионис Паркас. Национальный парк Нерез. Здесь нарисован вот такой вот местный житель. И написано, что здесь есть Саидес Пажентинес Такас. Саид — это такая речка. Видите, сильно нарисована. Вот мы вдоль нее пойдем, прогуляемся. Я немножко посмотрел вокруг, вроде бы красиво. Здесь будет родничок какой-то, посмотрим. Будет Пилякальнес, то есть такая замковая гора. Будет какой-то камень и столб. Вот, все посмотрим и вам покажем. Пошли. Сама тропа идет вдоль красивой речки Саида. Вот. Мне кажется, речка очень красивая. Смотрите, какие деревья, какие корни. Дерево находится прямо на реке. Классно, да? Вот, видите? Такая вот речка. И прямо на воде. Ничего, живет прекрасно. Это дерево, дуб. Вот такой вот прикольный дуб. И деревья тоже, видите, прямо у реки растут. Река такая вот быстрая, шумная, камни. Классно. Мне нравится. Сама тропа всего лишь 700 метров. То есть немного. И сильно не устанете. В самом начале тропы есть место для пикника. То есть здесь есть кострище. Такой вот домик с крышей, где можно посидеть у стола. И есть скамейки на улице, видите. Пожилые люди там сидят. Вот такие мостики есть. Кто уверен, что может его пройти, можете пройти по бревну. Так, что дальше? Ну, классно, на самом деле река такая, как будто не в Литве. В Литве таких рек мало, такие быстрые, каменистые. Смотрите, камней много. Повсюду камни. В реке тоже камни. Вот пенек огромный. Пенек большой. Родничок мы уже нашли. Смотрите, какой он. Родничок такой маленький, ничего особенного. Ну, покажу, раз обещал. Вот такая маленькая труба. И из нее потихоньку водичка. Дальше она стекает, стекает и туда вот в речку. Вот, смотрите, еще интересный камень. Буква А. Кто-то видел. Может, еще какая-то буква есть. Мне кажется, еще какая-то буква есть. Смотрите. Вот. А здесь может какая-то то ли В, то ли X, то ли М. Короче, какие-то инициалы. Интересно, старая. Или кто-то сейчас постарался. Мне он показался интересный. Здесь вот как бы рассказывает историю. Вот этот человек, как он здесь жил 1000 лет назад. Вот. Довольно-таки интересно. Интересно, наверное, и детям, и взрослым почитать. Вот. Здесь рассказывается про природу, как он здесь жил, чем занимался и так далее. А также здесь находится Пилякальнес. Это, наверное, столб, который нам обещали. Что здесь написано? Кстати, этот Пилякальнес, его открыл Ричард Козлаускас. И это вот столб в честь него. Он уже умер в 2014 году. Вот, и было ему почти 90 лет. Вот, он это место открыл. Раньше об этом месте никто не знал. Здесь было все заросше. Вот, он его открыл. Стали место изучать. Сказали, да. Здесь был какой-то крутой замок деревянный. Ступеньки я не нашел. Нашел только тропинку такую. Шел по ней и увидел
Вот такой вот камень. Его, скорее всего, использовали язычники. Камень раньше был на горе, но его кто-то сбросил. Наверное, христиане, когда пришли, сказали никаких камней на горах. Так, о, вижу, дальше идет тропинка. Странно, что не сделали ступеньки, потому что здесь как бы не очень очевидно, что именно эта тропинка ведет наверх. Ну, посмотрим дальше, что будет. Скорее всего, ступенек так и не будет. Будет только такая вот тропинка. Считается, что высота горы 24 метра. То есть довольно-таки высокая. Я когда был на других пилякальницах, они в принципе поскромнее. Я уже успел пройти весь пилякальниц. Нашел до самого конца. И что я вижу? Ступеньки. То есть я в принципе зашел на пилякальниц не с той стороны. Это вот первая часть ступенек, а там вот вдалеке, не знаю, видно вам или нет. Там вторая часть. Ну ничего, покажу вам пилякальниц. Что мы видим? Смотрите, как мы находимся высоко. То есть все деревни, которые вот находятся там, вот они все намного ниже нас. Напомню, что высота этого пилякальница 24 метра. Размеры, как вижу, довольно-таки большие. Я посетил много пилякальницев, и они все намного меньше, не знаю, в 3-4 раза меньше. То есть даже мне было интересно, как там умудрялись люди построить какую-то крепость, потому что там место только для башни, там, и для каких-нибудь маленьких бараков на 10 человек. Вот, здесь места достаточно. Здесь можно реально построить серьезный замок. Вот, и неплохо обороняться. Я как понимаю, это место никто не изучал. Здесь никаких раскопок еще не было. Может, только такие начальные раскопки. Сам пилякальниц открыли только в 95 году. Странно, что они его раньше не замечали. Вот, потому что здесь есть внизу река. Находимся высоко, неподалеку Тракай. Может быть, Тракай был Тракай, и поэтому сюда никто не сувался. Новые замки не строили. Хотя, я знаю, Тракайский замок, он в принципе не такой старый. Он уже такой вот из последнего времени. Вот, раньше строили замки из дерева. Но не знаем. Интересно. Вот такое вот место. Смотрите. Вид отличный. И поговаривают, какие-то легенды есть, что этот замок, он как бы сродни Тракайскому замку. Вот, он был тоже довольно-таки большой и мощный. Но, как я говорил, истории довольно-таки мало, не только предположения. Никто реально ничего не изучал. Вот видите, какой классный вид. Внизу вижу какие-то, не знаю, огороды какие-то. Ну, классное место для огородов. Так, а мы спускаемся вниз. Посмотрим, что еще интересного там есть. Еще одна интересная часть маршрута. Это где впадает река Саида в реку Нерис. Посмотрим. Здесь такой камень классный есть. Все эти камни, которые вы видите, они остались от ледника. И сюда прикатились вместе с ледником то ли Швеция, то ли Финляндия. Поэтому многим это место напоминает скандинавские страны. Ну тоже напоминает такие места. Так. Ну вот. Это уже вот река Нерис. Если не ошибаюсь, по-моему, Каунас стоит на реке Нерис. Поправьте, если не так. Ну вот. Здесь раньше плавали всякие такие лодки, торговцы всякие разные, путешественники. И вот они говорили, что это место довольно-таки опасное. Вот, потому что видите, когда здесь проходишь, здесь довольно много камней. И многие лодки здесь становились на мель. Вот. Вот такое вот место. Это вот Нерис. А уже вот здесь вот, опа, по камушкам пройдемся, это уже Саида. Название Саида такое интересное, да? Я думаю, знаешь что? Сниму здесь свои босоножки
Прогуляюсь немножко по водичке и вам расскажу свои ощущения. Так, одну снял уже. Так. И вторую. Так, заходим в водичку. Холодненькая, освежающая. Вот такие водоросли. Глубина примерно где-то по колено. Может, чуть-чуть меньше, чем по колено. Вот такая вот красная насечка. Дно тоже все каменистое. Это кажется как будто песочек, но на самом деле это всюду камни. И еще из интересного, есть такие вот классные дубы. Говорят, им более 200 лет. Это вот один, там еще видел, есть такие дубы. Вот. Сама тропа мне понравилась, она не длинная. Мы пройти довольно-таки быстро. Больше всего мне понравилась речка. Полянка интересная. Ну и сам лес тоже приятный. Вот, поэтому, кто хочет слегка прогуляться, советую. Еще одно интересное место. Это бывшая граница между Литвой и Польшей. Я не знаю, вы знаете или нет, но в 20-х годах прошлого столетия Польша оккупировала часть Литвы. Вот, смотрите, такая карта есть. Вот, и то есть весь Вильнюсский край почти, он был под Польшей. И такое дело здесь длилось до 1939 года. То есть пока не пришла Красная Армия и отобрала у поляков Вильно. Вот, и в те времена вот такие вот пограничники были. Видите, не знаю, это кто это, поляки. Вот. Литва вроде бы разорвала дипломатические отношения с Польшей. Вот, совсем как сегодня происходит. И вот, так как не было обговорено никаких знаков, как границы обозначать, вот, и не всем понял, то ли Литва, то ли Польша использовала вот такие вот, не знаю, метла. Они втыкивали их, они были до 6 метров высотой. Вот, и стояли. Вот, есть такие знаки, фотографии с такими знаками до Литвы. И такая деревня Дукшты. Так, это вот пограничники всякие. Кто это такие? Это вроде литовцы, да. Вот такие фотографии. Здесь происходила всякая контрабанда была. Ну и так люди, они как неожиданно стали, сначала жили в Литве, а потом стали жить уже в Польше. Вот, поэтому у некоторых там семьи были, но разделены. Вот, поэтому они там по вечерам, по тропам ходили здесь, ходили в гости, ходили на танцы, знакомились, женились. Вот, и также здесь происходила контрабанда. Здесь работали пограничники, часть контрабанды конфисковали. Даже, по-моему, в Тракае был магазин конфискованных товаров. Вот, так что здесь активно шла жизнь. Вот, иногда вроде стреляли немножко. Так, а это, скорее всего, раскопали животные или кабаны. Не знаю. Вот такой вот классный лес. Видите, такой совсем как в Клайпеде, да? Мне кажется, только в Клайпеде поменьше вот зелени. То есть он весь такой в иголках. Может, только мох есть. А здесь, смотрите, черника растет. Дубки. Ну, вот так вот. Ладно, поехали дальше. Осмотрим еще одну смотровую башню. Сейчас вот эти популярные такие башенки, которые сделаны из таких вот, из такого металла. И довольно быстро делают. И они недорогие. Ну, а что мы видим? Викуний рис. Довольно-таки высоко, как видите. Вот такой аппарат есть. Он, по идее, здесь вот крутишь ручку, выбираешь историю. Вот есть 4 истории на литовском или на английском. Крутишь 15 секунд и слышишь историю. Но я попробовал, к сожалению, не работает. Так, еще сходим вниз. И еще открою вам секрет, чем мы собираемся заниматься в Тракае. Мы едем на концерт. Концерт будет проходить прямо в Тракайском замке. Я, может быть, вставлю какой-нибудь маленький кусочек этого концерта в этот ролик.
А может быть, я просто сниму шорты и покажу вам. Шорты в смысле не одежду, а шорты это как бы короткие ролики, которые меньше минуты. Там в ютубе есть отдельная вкладка. Так что вот зайдите туда, идите на мой канал, выберите там категорию шорт, и вы найдете ролики про концерт в Тракае, а также там есть другие короткие ролики. Будет интересно. Так что посмотрите. Сегодня мы смотрим довольно много интересных мест. И вот еще одно. Называется конгломерат. Здесь как-то все связано с камнями какими-то. Вот. Поэтому спустимся и посмотрим. Мне кажется, должно быть интересно. Знаете, видите, лестница такая, ну, такая довольно-таки интересная. Вот, немножко уже разломанная, сгнившая, но такая твердая, в принципе, нормально. Идти можно. Хотя там и пугает, стоит знак, что осторожно, себе тут может отказаться от посещения этого места. Якобы ступеньки ненадежные. Но мне кажется, что я видел ступеньки намного хуже этих. И этими ступеньками меня не напугаешь. Мне даже не нравятся они, видите, из таких вот, ну, таких натуральных досок. То есть не просто какая-то металлическая конструкция с обычными досками, ступеньками, а вот они прямо вот так вот. Видите, довольно-таки толстые. Интересно. Даже по ним как-то немножко приятно идти. И совсем не страшно. Уже подходим мы к этому конгломерату. Я уже вижу его. Что здесь написано? Называется он Аустишкю конгломератос. Высота 2 метра, длина 5,5, ширина 3 метра с копейками. Вот такой вот интересный камушек. Он, видите, такой вот слоеный. Я, например, вот в Великобритании видел такие слоеные тоже горы. Не знаю, то же самое, не то же самое. Но смотрите, из чего он сделанный. То есть это какой-то песок, кальций, мелкие камушки. И вот они так прессуются. Не знаю, то ли от какого-то большого давления, то ли там какие-то химические реакции проходят. И получается такой вот хрупкий камень. Камень довольно хрупкий. Мне кажется, немножко ударить его, и он легко ломается. Ну, вот видите, здесь песок, здесь вот камушки. Здесь вот что есть такое. Тоже какие-то непонятно что. Вон даже паучки здесь умудряются норки выкапывать. Здесь вот видите, он треснул в этом месте. Ну вот, можно найти еще какие-то куски отломанные. Ну, такой вот камушек. И напоследок об этом месте не смог удержаться. Еще раз сниму эту лестницу. Смотрите, какая она красивая. Такая древняя. Камни, песок, листья. Настоящая лестница из прошлого. Наконец, приехали мы в Тракай. Тракай я показывать почти не буду. Так, немножко покажу, что мы здесь делаем. Напомню, что мы сюда приехали на концерт. Вот, в Тракае есть проблема с паркингом. Видите, вот сидят люди около своих домов и зовут себе на паркинг. По-моему, просят они за день 10 евро примерно. Есть и обычные паркинги. Они часто бывают переполненные или дороже. Мы проголодались, поэтому зайдем в одно из таких модных мест в Тракае. Ценой кибениня. Кибеней — это такие караимские пирожки. Они будут с мясом или с другой начинкой. Вот, это одно из самых таких вот модных мест. Примерно цена одного кибена 3 евро. Здесь есть кафе. Здесь можно как кибены покушать, но можно и просто съесть карбонат, например, цепелины или другие блюда. Так, нам пока принесли квас. Скоро будет и кибеней. Покажу вам свой заказ. Это карбонат с грибочками, бульон и сам кибен. Кибен свинины. Для концерта мы сняли апартаменты в гостинице Apollo Stalos Klubas. Здесь вот находится он. Сейчас вам покажу сами апартаменты. Кстати, сегодня концерт, поэтому
Все забито, весь паркинг забитый. Сейчас я покажу, сколько машин здесь. Смотрите. Видите, все машины, 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 машины. Вот так вот, так что большой дефицит с паркингом. Мы заплатили за паркинг 5 евро, но платили не здесь, а взяли у бабушек. Вот так вот. Ключик, карточку в сам апартамент. Вот таких вот сейфах. Здесь тоже вход по коду. А это наш номер. Сейчас я вам покажу его. Номер простой, двухместный. Вот такая вот кровать двухспальная. Вид с окна не очень. Мы жили раньше, был вид с окна на замок. В этот раз решили не тратиться, поэтому вид с окна просто вот на такие туйки. Ну так все, в принципе, есть. Видите, кофе, чай, телевизор. Так. Есть холодильник, кстати, да? В шкафу. Интересно, посмотрим. Так. Нет холодильника. Вот, есть холодильник. Что здесь в холодильнике? Ничего, но он есть, это хорошо. Потому что когда мы жили в Антанасакоге, там не было холодильника. И это было плохо. Так, и это душевая комната. Видите, туалет, душ. Вот такая вот комната. Сколько стоило? Почти 70. Цена 70 евро. Но не входит в цену паркинг и не входит в цену завтрак. Вот так вот. Но зато находится он прямо около замка. То есть вам не нужно будет никуда ехать, просто пешком выйдете и хотите замок смотрите, хотите на концерт. И это хорошо. Также проезжали мимо городка Стаклишки. Тут есть алкогольный завод интересный, но не знаю, туда пойдем или нет. И есть такая вот церковь Святой Троицы. Посмотрим ее. Это, в принципе, такая центральная улица. Стаклишки, ничего особенного. Но, как видите, все опрятно. В принципе, все нормально. Зайдем во дворик костела. Мне больше нравится, когда вот костелы такие немножко вот, ну, такие выглядят старо, чем когда вот покрасят. Все беленько, красивенько, но как-то выглядит не натурально. А когда немножко так вот облезло слегка, птички по нем лазят, то выглядит более натурально. И, кстати, интересно, что у костела балкон есть. Кстати, на балконе вижу какие-то, не знаю, голубятня какая-то сделана. Интересно. Крест такой тоже необычный. С какими-то странными узорами. Смотрите, здесь посередине какой-то странный. Так, и что еще есть? Есть несколько входов, смотрю. Или это не входы? Да, это разные входы. То есть входов здесь довольно много. Я не знаю, почему столько. Обычно там один бывает. Вот, это, наверное, могилы священников. Посмотрим. Так. Надписи какие-то есть, но трудно их почитать. Здесь написано, что это диакон Влад Язукевич. 84-59 год года жизни. И вот еще какой-то есть надгробный камень, но здесь трудно почитать. Вот такой вот. Так, а это что такое? У нас мощейка. Такое непонятно. Умер в 1937 году. А здесь что? Яуся Гзасабайцева. Что-то на польском языке, наверное. Я не могу почитать. Вот, и там далее кладбище. Такой вот костел. Мы сейчас ходим внутрь его.
Посмотрим, что внутри. Так, а здесь что? Чей-то двор. Ну, вот такой вот костел. Снимем костел изнутри. Смотрите, какой красивый. Костел довольно богатый в убранстве. Обычно они бывают попроще. Такая вот икона позолоченная. И вот такой вот Иисус. Интересно, что на красном фоне. Обычно бывает без фона специального. Сам костел активный. Открыт каждый день. В 10 часов утра. Вот, каждый день есть служба. И вот адрес его точный. Также около костела есть магазин шакочесов, то есть это такие литовские, не знаю, торты такие, пироги. Вот, может быть, тоже что-нибудь купим. Это набор закуски, он не входит в комплект. Это хлеб из чего? Не знаю, называется вроде итальянский набор. Это сыр буррата, хамон, ну и так далее. Так, мажем на хлеб. Ну, пробуй. Ладно, хорошо. Я, может, сам попробую. Можешь мне отдать? Ну, домашний. Так, попробуем. Интересно, мне нравится. Хочу еще сыр буррата. Хочу еще сыр буррата. А, не знаю. Хорошо. Попробуем еще сыр буррата. Так. Хамончика возьмем. Так, будем пробовать. Угу. Мне, в принципе, этот набор больше нравится, чем вчерашний. И возьмем оливочку. Очень хорошо. В пакет входила рыба опетакис. Я напишу там в комментариях, как будет на русском языке. Вот такая рыбка. Есть картошка и вот такие штуки. Да, и еще вино. Рыбку скушали. И теперь принесли десерт. Это тыква и имбирь, а это панакота.